Сегодня мы разберем 16-ю главу Кагурабачи. Тихира наконец-таки сумел спасти Шаль из заточения Соджо Геничи. Вот только опасность никуда не исчезла, и главному герою после изнурительного сражения предстоит устранить ее, чего бы это ему не стоило. Но то, что было продемонстрировано в этой главе, в корне меняет всю ситуацию. Эпик продолжается, так что погнали разбирать сию главу. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую мангу Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Покидая лабораторию, где проводились экспериментами над клетками рода Кёнаги, нам рассказали, в каком сейчас изнурительном состоянии был Ракухира, попутно объясняя, как ему удалось справиться со всеми охранниками в поместье злодея. И дело было как раз таки в примененной технике Нисики, которая полностью облачала тело владельца клинка духовной энергией, позволяя благодаря этому усилить все движения и действия обладателя этого оружия. При этом общая нагрузка на тело из-за использования небес бездны смягчается, тем самым давая возможность более раскрепостить свое тело от сковывающего воздействия от повреждений, но при этом сама боль никуда не девается и ощущается по-прежнему. И видя, как Тихира было тяжело, Шаль захотелось как-то помочь своему спасителю, но она не знала, как это сделать, однако никто не запрещал ей просто попытаться. Поэтому, взяв ГГ за раненую левую руку, она сконцентрировалась на его ранах, параллельно вспоминая слова своей матери о том, что их моментальная регенерация работает, когда кто-то из рода Кёнаги ощущает боль от полученной травмы. И сама эта боль позволяет им исцелять свои раны, преподнося это как сильное желание устранить болевые ощущения. Однако все эти слова были про собственное исцеление, и наверняка девчонка даже не знала, сможет ли она вообще помочь ему. Но осознавая, сколько всего Тихира пришлось из-за нее пережить, проявляя сильное желание избавить его от боли, Шаль все-таки удается исцелить левую руку Ракухира. Даже сама девчонка была в шоке от того, что у нее все-таки получилось это сделать. И оказывается, Соджо в своих экспериментах с клетками рода Кёнаги добивался именно такого эффекта, но конечные результаты экспериментов были провальными, добившись лишь незначительного влияния на клетки другого человека. Вот только почему злодей намеревался добиться именно контактного исцеления, пока непонятно, поскольку из уст противников было не раз сказано, что если съесть некую часть плоти человека из рода Кёнаги, то сделавший это будет тут же обречен на вечное бессмертие. И так бы ему удалось достигнуть долгого, либо же беспрерывного использования магической катаны, постоянно аннулируя весь полученный урон как от противника, так и от использования самого магического клинка. Хотя кто знает, может Геничи уже так и сделал, ведь нам до сих пор неизвестно, что он в итоге совершил с матерью Шаль. Однако, хоть основная рука Тихира была возвращена в рабочее состояние, радоваться было еще рано, поскольку к этому поместью пришел сам Соджо Геничи. Поэтому, передав девчонку себе, Ракухира приготовился к сражению с противником, который сумел полностью уничтожить всех членов элитного отряда Комунаби. При этом в том противостоянии маги из Комунаби смогли обезвредить злодея, нанести серьезный урон, используя его же молнию, и даже смогли лишить противника катаны, рассекающего облака. Вот только Соджо каким-то образом сумел призвать обратно к себе магическую катану, провернув при этом тот же трюк, что и Тихира с активацией техники Нисики, покрыв свое тело духовной энергией элемента молнии, просто моментально вырезая остальных магов. Такого эффекта Соджо удалось добиться из-за частого использования своего клинка, и в особенности благодаря главному герою, который на собственном примере показал, как еще можно применять магическую катану. Ну и собственно, как я и говорил, решающий бой с Соджо Геничи будет как раз таки против Ракухира Тихира, ибо элитный отряд хоть и проиграл, но они сделали все возможное. Все-таки их противником был обладатель магической катаны, полная и необъяснимая сила которой раскрывается только в руках своего носителя. Элитный отряд был об этом проинформирован, но все равно пошел на выполнение этой миссии. Однако не только злодей достиг нового уровня понимания использования своего оружия. За последний бой Тихира также достиг определенных высот. К тому же у ГГ сейчас полностью восстановлена его основная рука, так что бой намечается очень жаркий. Что же, ожидаем следующую шикарную главу Кагурабачи. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org.
А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.